Всем привет! Меня зовут Таня, и я дизайнер. А 7 лет тому назад я переехал в Европу. На своем канале я буду делиться с вами интересными и забавными историями жизни иммигранта, показывать свои творческие проекты и еще много-много всего интересного. Ну а чтобы вам не было скучно смотреть мой канал в режиме говорящей головы, я вас приглашаю прогуляться со мной по городу, в котором я живу. Сегодня я вам покажу интересные и забавные достопримечательности, поговорим об эмиграции. Ну и, конечно же, расскажу, как меня вообще сюда занесло. Погнали! А живу я в городе Брно. И да, русскому уху кажется, что тут не хватает гласных, но в чешском языке есть много слов, где гласных вообще нет, такие как, например, крт, вулк, крк и многие другие. Брно – это второй по величине город в Чехии после Праги. Он является столицей Юго-Моравского края, а в народе его называют студенческим городом. Я не хочу быть занудным гидом, а потому не буду вас грузить фактами, цифрами и архитектурными стилями. И постараюсь рассказывать только интересную или полезную информацию. А сейчас мы находимся на площади, которая называется Зеленый Тырх, или в просторечии Зельняк, что переводится дословно как капустный рынок. С весны по осень здесь открывается действительно рынок, на котором можно купить овощи и фрукты, притом как от локальных фермеров, так и, в общем-то, со всей Европы. Итак, как же я тут очутилась и что вообще делала последние 7 лет? Если коротко, то когда мы познакомились с моим будущим мужем, мы решили, что хотим куда-нибудь уехать. Кстати, поженились мы тоже в Чехии, и об этом я расскажу в отдельном видео. И сначала наш выбор пал на Канаду. А также мы решили, что мы оба хотим переквалифицироваться, так как работали не по профессиям, а значит решено было ехать по учебным визам. На тот момент у меня уже был диплом маркетолога. Мы сдали международный экзамен по английскому, поступили в учебные заведения, но после событий в Крыму поехать в Канаду стало проблематично, сами понимаете. И тогда мы стали выбирать среди европейских стран. Само собой, мы хотели найти страну с высоким качеством образования и желательно с английским языком. Но некоторые страны нам были просто не по карману, а в некоторых уровень образовательных учреждений не отвечал нашим запросам. И потом мы обнаружили для себя Чехию. Рейтинг вузов был высок, да еще и образование бесплатное. Только вот на чешском языке. И да, если что, я выбрала физмат на чешском. Факультет машиностроения на чешском. Об университетах я планирую снять отдельное видео, так что о своем обучении более подробно расскажу в одном из следующих видео. А это собор Петра и Павла, на самом деле потрясающее место и, пожалуй, одно из моих любимых в городе. Внутри находится огромный орган, и иногда там даже проводятся концерты живой музыки. В конце 2017 года мы поступили в языковую школу, сдали экзамен уже в 2018 году и поступили в университеты. На данный момент я работаю на позиции сеньор-мультимедиа-специалист в огромной корпорации, которая называется Zebra Technologies. И у меня уже есть ПМЖ. И сегодня я хочу поговорить в целом об эмиграции и о ее этапах. Сразу хочу сказать, что эмиграция вообще не для всех. Это очень долгий процесс, который требует много сил, времени и, конечно, финансовых вложений. И я для себя выделила 4 основных этапа эмиграции. Первый – эйфория. Ты приезжаешь в новую страну, куча новых впечатлений, открытий, все вокруг новое и незнакомое, но очень-очень интересно. У кого-то этот этап эйфории длится всего несколько дней, а у таких оптимистов, как я, может длиться и несколько месяцев. У меня он продлился до начала учебы в универе. После сдачи экзамена в языковой школе я на лето даже устроилась на подработку в магазин. Я до сих пор не понимаю, как меня туда взяли с моим на тот момент нищенским уровнем языка. Но еще раз огромное им спасибо. Это был классный опыт, да и язык я тоже сильно подтянула.
Когда же заканчивается радость? На смену ей приходит рутина. Необходимо разобраться в огромном количестве информации, как и когда продлевать визу, страховку, аренда, получение необходимых бумажек, куда бежать, когда и зачем. Голова просто взрывается. Этот этап длится довольно долго, потому как время летит быстро за решением многочисленных задач, и времени остановиться, проанализировать и подумать просто нет. И вот когда ты уже освоился в стране, знаешь где, что и как, и ничего уже не пугает, наступает третий этап. Мне все не нравится. Да прям бесит. Вот эта вся бюрократия и как все медленно происходит. Я-то привыкла, что у меня госуслуги под рукой, магазины, которые работают круглосуточно, в праздники все работает. А тут нет. Начинаешь видеть проблемы страны, проблемы экономики, недостатки устройства города, и так далее. А это Брненский Орлой. На самом деле это астрономические часы, которые показывают положение планет. Не спрашивайте меня, как ими пользоваться. И, в общем-то, жители Брна мне тоже, к сожалению, это объяснить не могли. Прикольно то, что каждое утро в 11 утра из одного отверстия, выбранного рандомным образом, выкатывается стеклянный шарик с фигуркой или текстом внутри. Шарики разные, зачастую приурочены к каким-то событиям города. Грустно то, что шансов его поймать практически нет. И дело не в том, что отверстий много, а шарик один, а в том, что задолго до времени появления шарика памятник оккупируют бомжи, ловят шарик, а потом продают туристам. Но потом наступает четвертый этап. Быть или не быть компромиссу. Ты либо смиряешься с минусами, потому что плюсов все равно для тебя больше, либо нет. Я совершенно точно не жалею о переезде, но могу сказать, что если бы я знала, как это тяжело, я бы как минимум еще раз хорошенечко подумала. В этот выпуск не поместились все забавные достопримечательности. Например, в следующем выпуске я вам обязательно покажу брненских жирафа и даже дракона. А мы тем временем приближаемся к еще одной интересной скульптуре. Она появилась в Брно относительно недавно, и на самом деле это копия скульптуры, которая находится в Острове. И сейчас внимательно посмотрите и попробуйте предположить, чему эта скульптура посвящена. Я, если честно, сначала подумала, что, возможно, это тематика отцов и детей или какой-то призыв быть ближе к природе, но на самом деле нет. Это скульптура из религиозной тематики, это святой Криштоф, а на плече он несет младенца и Иисуса. Да, святой Криштоф помогал путникам перебираться через реку. Так что вот такая вот интересная религиозная скульптура. Огромное спасибо за просмотр. Я очень надеюсь, что вам понравилась наша сегодняшняя прогулка. А пока вы смотрите таймлапс с видом из моего окна, я хочу вам напомнить одну очень простую и, казалось бы, банальную вещь, но о которой мы почему-то очень часто с вами забываем. Жизнь — это не время. Жизнь — это набор событий, впечатлений, встреч, эмоций, вашего опыта. И здесь я хочу провести красочную аналогию. Наверняка у каждого из нас в детстве была коробочка или шкатулочка, в которую мы складывали свои сокровища, вещи и находки, которые нам дороги. Цветное стеклышко, красивый камушек, фантик от любимой конфеты. Так вот, теперь жизнь — это ваша коробочка с сокровищами. Только в отличие от той коробочки, она не ограничена размерами. И она может вместить в себя ровно столько, сколько вы сами в нее положите. Кладите в нее только самое-самое лучшее.